Привет, друзья! Возвращаемся к цветочной теме, и сегодня в этом мастер-классе я хочу вам представить новый вариант сережек, легких, воздушных. Мы будем собирать лепестки, формировать как бы половинку цветка. Это будут серьги-пусеты, которые будут плотно прилегать к мочке уха. Серьги будут объемные, крупные, прям последний писк моды, но в то же время они будут очень легкие, практически невесомые. Использовать в работе будем полимерную глину цернит, которая после запекания дает прочность и в то же время эффект эластичности. Не буду долго тянуть вступление и приступаем с вами к лепке. Я нашла у себя молд, который идеально мне подойдет под основы. Основы, на которых будет держаться сережка и которая будет крепиться пусет, это те основы, которые будут максимально близко прилегать к мочке уха. У меня форма имеет такие вот неправильные углубления по типу прямоугольных, но немножечко зауженных снизу. Ссылку на этот молд я оставлю внизу в описании. Пластику можете брать любого цвета. Я взяла белую из серии металлик, чтобы поблескивала. Забила пластику в углубление. Дальше влажную салфетку уложила поверх молда. Прикатала это все скалкой и аккуратненько потом лезвием, веду лезвие тонкое прямо, чтобы не деформировать, не повредить молд, и срезаю излишки пластики, которые у нас вылезли за пределы углублений. Сверху молд опять накрыла салфеткой и еще раз прикатала для того, чтобы выровнять срезы. Теперь эти основы мы ставим в духовой шкаф на запекание. Если у вас таких основ нет, если нет такого молда, просто нарежьте кружочки, овалы, прямоугольнички, неважно какие заготовки, и также поставьте их запекать в духовой шкаф. А теперь будем формировать лепестки. Я раскатала пластику ванильного цвета. Если работаете с цернит, это 730 номер. Можно 0,45 взять, тоже будет красивый естественный оттенок. И раскатала на пастомашине на режиме, равным толщиной в 1 мм. Дальше беру катеры каплеобразные в 3 размерах и начинаю вырезать заготовки лепестков. Вы можете сделать это скальпелем вручную, если у вас нет катеров. И дальше каждый из лепестков мы дорабатываем на ладони стеком со стороны широкой части. Мы просто раскатываем, размазываем как бы лепесток по ладошке, чтобы утончить его край, ну и немножко вытянуть. Берем вайнер с лепестком розы, укладываем туда лепесток и придаем второй половинкой вайнера фактуру на лепестке. Снимаем лепесточек, и теперь нам нужно его будет слегка тонировать, сделать более яркий край выраженный. Вы можете сделать это пастелью любого цвета. Используем сухую пастель. Вот какой оттенок вам больше всего по душе. С двух сторон тонируем лепестки только по краю, мягкой кистью. Снимаем лепесток и с помощью большого стека придаем ему углубление, но делаем это аккуратно и только в центральной части лепестка, чтобы не убить фактуру по краю. Но теперь собираем 2 сережки сразу, чтобы они были более-менее одинаковые. Начинаю собирать самых крупных лепестков. Посмотрите, я их складываю пополам, делаю такой трубочкой. И сначала лепестки у меня разбегаются в разные стороны. Только большие укладываем, то есть нижняя часть у нас будет состоять из 6 крупных лепестков. Смотрите, лепестки я делала с запасом, и большие, и маленькие, и средние, потому что я изначально не знала, сколько у меня лепестков пойдет на формирование данной сережки. В процессе формирования и составления этого цветка возможно все. Если где-то будут пробелы, то мы их будем заполнять дополнительными лепестками, даже если у второй сережки не будет требоваться в том месте размещения такого же лепестка, потому что все лепестки разные, объемы разные, и где-то какой-то лепесток может перекрывать чуть больше, где-то мы согнули его чуть меньше и может образоваться пустота. Поэтому в данном случае мы формируем лепестки с запасом. А потом уже начинаем укладку и смотрим, сколько лепестков у нас уходит на одну сережку. И опять вы видите, что я собираю серьги. То есть если я уложила в нижней сережке 2 лепестка, сразу же я возвращаюсь к верхней сережке, ко второй паре и укладываю в том же месте, по крайней мере стараюсь уложить в том же месте 2 таких же лепестка. Тогда более-менее серьги будут у нас симметричные и одинаковые. Крупные лепестки укладываю в нижней части, потом у нас пойдут лепестки среднего размера, а вот лепесточками самого маленького размера мы уже будем закрывать верхнюю часть, то есть добавлять объема, потому что маленькие лепестки у нас будут стоять практически вертикально, и за счет этого у нас будет создаваться такой эффект распущенного крупного цветка. Но в то же время за счет того, что лепестки у нас тонкие и невесомые, сами серьги будут очень-очень легкие. Сейчас, смотрите, размещаю лепестки
среднего размера, прям заполняю уже внутренность. Какие-то лепестки, если вы обратите внимание, я пополам не складываю. Они у меня в раскрытом виде укладываются, но между ними, то есть в шахматном порядке, вот в промежутках, где идет состыковка двух лепестков, потом обязательно у меня пойдет сложенный лепесток для того, чтобы добавить объема и добавить пышности. Обратная сторона цветов у нас будет плоская, потому что пусет будет плотно прилегать к мочке уха. В общем, продолжаем формировать наши цветы, стараемся делать их одинаковые, стараемся делать их объемные, крупные. Верхнюю часть стараемся не заполнять, потому что там у нас будет еще основа под пусет, которая запекается в данный момент у нас в духовом шкафу. И там небольшая выемка должна оставаться для того, чтобы можно было потом закрепить эту основу. Посмотрите, как красиво тонировка ложится на лепестки, и если посмотреть на цветок, он настолько выглядит натурально. Если бы мы просто сделали чистые лепесточки, такого эффекта не было бы. Ну вот практически цветы у меня собраны. Еще нужно будет их пересмотреть на случай пустот, вдруг где-то промежутки какие-то остались, и доработать эти промежутки, то есть уложить туда более маленькие лепестки. И, кстати, вот когда я маленькие лепестки укладывала, я уже работала стеком, шариком, который поменьше. Теперь я снимаю цветочки. Вы можете сразу работать на керамической плитке. Я работала на стеклышке, чтобы вам показать более наглядно, как собирается цветок. Смотрите, основы под пусеты у меня запеклись. Сейчас я обратную их сторону промазываю жидкой пластикой, для того, чтобы у нас запеченные кусочки глины надежно скрепились с цветами. И сейчас вот попробую перевернуть, показать вам, куда я буду размещать ее. Вот сюда, в внутреннюю часть, где мы оставляли промежуток небольшой. Сейчас я чуть-чуть придавлю ноготочком, выровняю основу и стеком чуть-чуть ее еще придавлю, чтобы прям жидкая пластика и запеченная глина уже впилась в свежую глину. И потом можно будет лепесточки немножечко приподнять вверх, прикрыть внутреннюю часть, а можно оставить и так, тоже достаточно гладенько, ровненько и интересно смотрится. Сейчас во второй сережке также креплю основу. И вот на данном этапе мы можем все отправлять в духовой шкаф. Запекаем при температуре 120-130 градусов на протяжении 20 минут. Смотрите, после запекания даем остыть, и в нижней части основы из пластики, белая, которая у нас, я на быстросохнущий клей приклеила основу пусеты. Но на клее просто держаться они не будут, поэтому берем еще жидкую пластику, промазываем основу из глины, на которой у нас уже приклеен пусет, и берем белый кусочек глины, белая из серии металлик, из той, из которой я делала основу, чтобы изнанка была точно такого же цвета, как и лицевая сторона. Теперь я беру и сглаживаю влажной салфеткой все шовчики, то есть пластику добавочную, которую мы сделали, мы должны ее сейчас сгладить, чтобы никаких швов не было видно. Если пластика вылезла за пределы основы, все это лезвием подрезаем и убираем излишки. Еще раз поправляю все и опять же отправляем в духовой шкаф на запекание, выдерживаем тот же цикл запекания. Запекаю в этот раз я уже на губках, чтобы не помять цветок. После запекания я решила, что бортики нашей основы, которая держит пусет, я покрашу золотой краской. Почему-то мне прям золото попросилось вот именно на боковую поверхность. Здесь я буду использовать краску золотую Армарина, она сохнет достаточно быстро и в принципе я ее ничем не закрепляю. Но так как мы наносили пастель, обязательно лаком нужно будет покрыть изделие, потому что в момент носки сухая пастель, да и в принципе, если вы краской пользуетесь, допустим, акриловой, она сотрется. Поэтому обязательно изделие, на которое мы наносили что-то, нужно защищать лаком. Вот и все, друзья, наши серьги готовы. Процесс создания таких сережек быстрый и легкий. Вы можете создать сережки под настроение, под наряд, под любое какое-то торжество или мероприятие. Я за 2 часа создала 4 пары сережек разных. И если вы сместите центр тяжести и разместите пусет, допустим, в верхней части, сережка у вас чуть-чуть ниже опустится. Если на серединку, то сам цветок придется у вас на мочку уха. Здесь тоже можно поиграться и посмотреть, как вам более удобно, комфортно носить. Буду рада вашим лайкам, вашим комментариям, если мастер-класс понравился. На сегодня это все. Всем вдохновения и до новых встреч!